Каждый считает, что деньги — это его. Скиньтесь там в клоузер на дорогу. Люди привыкли видеть, трогать деньги. В процессе эволюции я считаю, что должно быть все. И шлюхи, и блэкджек, все должно быть. Ну, давай, инструкции. Приходишь в Киев фудмаркет со слитком золота, и ты берешь его на терке и начинаешь тереть. Люди, которые залетают в крипту, они хотят быстрых денег. Допустим, у меня лежат биткоины, и я хочу, вот, не знаю, купить себе квартиру. Мне Так тут достаточно... купи. Одного из них даже похищали в Украине, вот, и выплачивали выкуп. Я там пару суток не спал. Процесс неприятия, типа, что за фигня? Инопланетянин какой-то, он где-то есть, но никто его не видит и не знает, как он выглядит. Произошла крипта в моей жизни. Всем привет, это Настя, и это снова True Talk, неожиданно даже для себя. Я решила сделать небольшую серию интервью не по теме, не конкретно по теме музыки, скажем, а по параллельной теме, очень современному вопросу и обсуждаемому активно в прогрессивном современном обществе. Это криптовалюта, NFT, токены и так далее. Случилось это потому, что совсем недавно я получила один токен в подарок. На мой день рождения Станислав Толкачев подарил мне свой первый NFT-токен. И чтобы его присвоить, мне нужно было пройти определенную процедуру, процесс знакомства с этой технологией. И я нашла одно агентство, с которым мы начали сотрудничать и развивать эту историю, планировать что-то для нечто, для моего лейбла и бренда в будущем. И так возникла идея о том, чтобы вам рассказать простым языком подробнее, что это такое, почему это важно, почему это сейчас так хайпует, и почему все люди, которые считают себя частью искусства любого, это медиа-арт, или это изобразительное искусство, или это музыка, все сейчас хотят представить себя в NFT, в криптовалюте, в этом сообществе. Поэтому я решила взять 3 интервью у разных представителей, которые являются специалистами в этой сфере, в этой индустрии в Украине. И первое интервью я беру у Димы Кришталя. Дима, привет. Привет, Настя. Спасибо, что ты нашел время, что ты проснулся так рано, поговорить о криптовалюте. Большая честь участвовать и как-то помочь разобраться тебе и зрителям вообще с тем, что такое крипта. Я тебя знаю изначально не по криптовалюте. Мы познакомились с Димой, потому что Дима прислал мне свою музыку, я собирала демки. Дима занимается музыкой. Дима, как ты связан с музыкой? Расскажи. Я диджею больше 10 лет. Начал в 2009 году, во времена еще, ты помнишь, такие клубы Cinema и Мост? Я делал хардовое открытие и закрытие Cinema и Моста. Делал до 2015 года вечеринки, и вот когда закрыли мост, когда Береза пришел и назвал мост наркопритоном, у меня как раз в этот день было мероприятие под мостом, вот, и я что-то после этого, знаешь, как-то подзабил, и я разуверил вот в том стиле музыки, в котором я работаю. Очень европейская музыка, без виза не было, никто не хотел приглашать на лейблы, говорят, чувак, ты нам тут вообще не нужен из Украины, вообще никак. Вот, и я как-то 5 лет ничего не делал, и буквально, может быть, в прошлом году, чуть даже больше, я решил восстановиться и с технецом Acid в 140-135 зайти. Вот, поиграл на 2 рейвах, на Блиц-рейве с Asus'ом, с Томас Шумахером, с Нейрайхом, и 2-й раз с 9-ками, 9x9. И прям я понял, что я так по этому скучаю, я так хочу опять заниматься музыкой, творить. И вот потихоньку творю. Ну, я так понимаю, что промежутки между тем, что когда ты разуверился, и тем, когда ты снова заинтересовался, произошло что-то... Произошла крипта в моей жизни. Я работал, причем достаточно много работал, и я в крипту пришел в 2017 году. У меня есть брат-близнец. У меня с ним был бизнес, и мы там с ним немножко, скажем, не поладили, и я решил найти какую-то сильную команду, которой я мог примкнуться и чему-то научиться. Первая работа была подобная, не связанная с криптой, а потом мне ответили на резюмешку компания Exmo, это достаточно крупная биржа. Я в то время, внимание, вообще ничего не понимал, что такое крипта.
что такое блокчейн, биткоин. Фу, для меня это было что-то очень далекое. Это действительно сложно, на самом И деле. я прихожу, мне говорят, вот смотри, у нас биржа, мы тут криптой торгуем. Я такой, чё? Думаю, какие-то форексы, знаешь, сразу такой ассоциативный ряд очень странный был. И думаю, I'll give it a try. И, в общем, сделал тестовое, его приняли, и вот так я начал работать в крипте. И меня как-то засосало плотно. Почему я спрашиваю Диму о музыке? Поскольку вообще идея этих интервью возникла из того, что как NFT сейчас плотно связан с искусством, музыкой, изобразительным искусством и так далее. Почему очень важно принимать в этом участие, почему за этим будущее и почему все галереи, музеи должны создавать свои NFT. В чем прикол и как это сделать правильно, чтобы не потеряться сразу с первого левела. Дим, вот ты, когда биржа там тебе предложила работу, грубо говоря, ты ничего не понимала о крипте, с чего ты начинал? Я пришел туда работать маркетологом, и для того, чтобы правильно выполнять поставленные задачи, мне нужно было понимать, что это. И там я познакомился с двумя ребятами, с Пашей Лернером и Ильей Чернышовым. Это бывшая SEO и CFO биржи. Я такой небольшой long story short расскажу. Одного из них даже похищали в Украине. Вот, и выплачивали выкуп. Я там пару суток не спал. Это было ужасно. Это в момент, когда биткоин доходил до 19 тысяч, вот такой первый большой хай. Ну, там у ребят, которые вот похитили его, там чуть ли не список был людей, с которыми нужно встретиться образно. Так вот, я познакомился с этими ребятами, и каждый день на протяжении 3-4 месяцев я к ним приходил с листочком бумаги пустым и говорю, так, ну что, пацаны, время глупых вопросов. Вот, потому что я ничего не понимал про деньги, как работают банковские системы, платежные системы. Крипта для меня это вообще было что-то очень сложное. И в тот момент у меня, знаешь, такая вавка в голове произошла, что, мол, вау, это можно так. Типа, это настолько, знаешь, это меня настолько вдохновило на то, что вот есть вот такая денежная система, которая не принадлежит никому, только тебе, там, имея 12 слов, которые тебе дает кошелек, главное их запомнить. И меня понесло, знаешь, прям так плотненько. Так расскажи нам, что такое, собственно, криптовалюта? Вот так, чтобы вот там твоя мама села перед экраном Ютуба и поняла. В целом, если говорить, начиная говорить о крипте, первое, о чем бы я хотел сказать, что это технология. Это технология распределенных данных. Если, скажем, если очень просто об этом говорить, то ты когда-нибудь торрентом пользовалась? Да, конечно. Ты понимаешь, как работает торрент? Что вот есть, например, компьютеры, у которых установлен торрент-клиент. Они что-то, допустим, скачивают, а потом они могут это раздавать. Если у того, кто скачивает, много сидов, те, кто много людей, которые раздают энный материал или энный файл, который он скачивает, то у него высокая скорость загрузки. Так вот, это тоже распределенная система, только распределенная система файлов. А это блокчейн, это распределенная система данных. Образно возьмем Excel страницу с двумя столбцами, где первый столбец — это адрес кошелька, а второй столбец — это количество монет, которые находятся на кошельке. Так вот, внутри блокчейна меняются данные в виде того, как переходят монетки с одного адреса в другой. И в блоке, блокчейн, цепочка блоков, есть определенное количество памяти, в которое можно, допустим, впихнуть энное количество транзакций. Он бесконечный. Он бесконечный, да. Но если уже говорить о стороне бесконечности, то он просто постоянно усложняется. С каждым разом добыча усложняется. Ты говоришь добыча? Такое ощущение, Добыча — это майнинг. Добыча криптовалюты усложняется. Мне добыча только с углем ассоциируется. Но очень похоже и с майнингом, по сути. Ну, я думаю, что наши зрители не знают, что такое майнинг, и все становится очень сложно. Майнинг — добыча. Так вот, данные, которые находятся в этой цепочке блоков, их изменить невозможно. И для того, чтобы их можно было изменить образно, такие варианты есть, они существуют, но они нереальны. Один из вариантов — это атака 51%. Это представим себе всю мощность
биткоина, всю мощность добычи биткоина. И для того, чтобы взломать биткоин, нужно создать новую цепочку, которая будет поддержана майнерами, теми, кто добывают ее. А майнеры — это компьютеры, Но они же не образно. заинтересованы в том, чтобы... Тут даже не в этом вопрос, заинтересованы они или нет. Тут вопрос в том, где взять 51% мощностей. Это настолько много, что если попробовать собрать все мощности мира, либо, там, допустим, построить заводы, которые будут создавать вот эти вот компьютеры, которые добывают крипту. Я очень просто объясняю, я пытаюсь минимально терминов использовать. Да, но все так вот как-то запутанно. И мы начали с крипты, потом перешли на блокчейн, теперь мы говорим о том... Это все в одном. И дабы это просто все понимать, чтобы не возникало вопросов, как это добывается, сколько их всего, вот, и так далее, я пытаюсь просто сразу объяснить супер важные моменты. Так вот, 51%, атака 51%, это когда, например, ты собрала 51% мощностей и запустила их в блокчейн сети биткоина. Так правильно будет сказать. И, например, ты все собрала, ты сделала приблизительно там 5, 10, 15 блоков, и основная цепочка может перейти в твою цепь новую и может срастись. И вот так можно взломать биткоин блокчейна. Но есть примеры? Такое происходило? Такое происходило с другими валютами, которые работают на других консенсусах. Консенсус, объясню быстренько, что такое консенсус. Биткоин работает по консенсусу Proof of Work. То есть он доказывает то, что он работает. А работа его заключается в майнинге. А если простым языком говорить, что такое майнинг, это решение задачек. То есть как получается и как добывается биткоин. Это очень важно не упустить. Биткоин добывается, гиперболизируем. Есть машинка, которая решает задачки. И у тебя есть машинка, которая решает задачки. То есть мы вдвоем майнеры. Чей аппарат, чей комп решит последнюю задачку внутри блока, тому компу, тому асику или тому устройству, которое майнит, дается вознаграждение в виде биткоина. И на данный момент вознаграждение за добытый блок равен 6,25 биткам. Но с каждым, скажем, со временем, с периодом это вознаграждение делится надвое. Происходит так называемый халвинг. И с увеличением мощности, с добавлением этих всех компьютеров в общую сеть, они добавляются как бы, постоянно, мощность постоянно растет, то сложность добычи тоже растет, и награда уменьшается. Все очень сложно. Но теперь объясни мне, пожалуйста, зачем? Ты говоришь, вот, что биткоин, его сложно изменить файл. Ну вот, да. А зачем его менять? То есть это для того, чтобы там типа украсть, хакнуть? Ну вот почему ты говоришь, что это важно? Вот нужно людям понять, почему ты вдруг стал рассказывать о том, что это сложно, это сложно изменить. Биткоин и вообще виртуальный актив, как у нас любят говорить в Украине, он создан для того, чтобы люди в интернете, которые не доверяют друг другу, смогли довериться друг другу, чтобы они смогли образно иметь какие-то взаимоотношения между собой, например, денежные. Когда ты скидываешь биткоин кому-то, человек, которому ты скидываешь, он не может сказать тебе, что он его не получил, потому что все транзакции внутри сети биткоин и внутри вообще блокчейнов, они видны, и ты можешь по адресу кошелька увидеть все транзакции, которые были на n-ном кошельке. То есть доступ к этой информации есть, в принципе, у любого? У любого. Любой может получить доступ. Вот и к вопросу, зачем нужна крипта и зачем нужен блокчейн. Так он нужен для того, чтобы люди, которые не доверяют друг другу, смогли взаимодействовать. Ну, чтобы друг друга, грубо говоря, кто-то никого не кинул. Да. Расскажи, вот у нас просто все знают, я думаю, что все понимают, что биткоин это самая популярная криптовалюта, все слышали когда-нибудь о нем, и это, знаете, как инопланетянин какой-то, он где-то есть, но никто его не видит и не знает, как он выглядит. Так, расскажи, что такое конкретно биткоин, какие виды есть криптовалюты, и история, собственно, самой криптовалюты в целом. Биткоин создал некий
чувак, которого зовут Сатоши Накамото. Сейчас, конечно, это неизвестно, это один человек или это группа лиц. Никто не знает, кто такой Сатоши Накамото, но в 2009 году он... в 2009-м Genesis Block, а в 2008 он опубликовал, да? Я готовилась. Окей. В 2008 году на сайте Bitcoin.org Сатоши Накамото опубликовал белую бумагу биткоина и призвал сообщество поддержать его. Как именно поддержать? Раньше еще, как только появился биткоин, его можно было майнить на компьютерах, на самых обыкновенных простых компах, там, скачивая какое-то приложение, там, скажем, условно проделывая n операции, ты мог майнить на своем компьютере биткоины. И в то время, если я могу ошибаться, но это приблизительно пальцем в небо, но люди могли майнить тысячи биткоинов в день. Но кто же знал, что будет именно так? В итоге Сатоши Накамото, никто не знает, кто такой Сатоши Накамото. Весь хайпик крипты, такой, ну вот на моей памяти, он начался приблизительно с 2014 года, когда взломали биржу MTGOX. Биржа MTGOX это была такая первая децентрализованная автономная организация, построенная на другом блокчейне, не на блокчейне биткоина, а на блокчейне эфириума. Я чуть позже расскажу про него. И в то время, это был 2011 год, взломали в 2011 году. И вот с 2011 по 2015 начался такой прям большой буст и хайп крипты. Украли 430 тысяч биткоинов. До сих пор происходят судовые заседания и судовые решения по поводу этих активов, которые были внутри этой биржи. Люди просто были в шоке. Биткоин в тот момент упал с 1200 до $100. И он достаточно долго был в такой, во флете, скажем, в консолидации. И после этого как-то оно все так повернулось, завертелось, что люди начали делать новые продукты, новые протоколы. И вот Виталик Бутерин, это русский, который живет сейчас в Канаде, он придумал такой проект, продукт, такую криптовалюту, которая называется эфириум. И ее отличие основное от битка это в том, что, например, если биткоин это реестр данных, это обычная Excel-табличка, в которой есть грубо адрес и количество монет на кошельке, то на блокчейне эфира уже можно было договариваться с людьми. На блокчейне эфира можно делать смарт-контракты. Я попробую сейчас пример привести какой-то супер простой, чтобы понять, чтобы объяснить, как это работает. Ну вот, например, мы с тобой спорим, что завтра будет погода 20 градусов в 2 часа дня. Так вот, для того, чтобы наш спор был по-настоящему валидный, и чтобы ты мне могла довериться, и я тебе мог довериться, что мы друг друга не обманем, то мы можем написать смарт-контракт, на который, если этот спор денежный, то мы можем заложить в этот смарт-контракт деньги. И мы пропишем, что если завтра в 14:00 погода больше 20 градусов, то ты выигрываешь. Если погода меньше 20 градусов, то я выигрываю. И мы просто ставим условия смарт-контракта. И в 14:00 завтра он сработает и сам все решит, кто выиграл, кто проиграл. И сейчас на базе вот этих смарт-контрактов происходит, по сути, финансовая революция. Очень много крутых, классных проектов, которые вот обозвали одним словом DeFi, децентрализованные финансы. И вот уже год, даже больше, около 2 лет, уже такой несется плотный хайп по поводу децентрализованных финансов, как, знаешь, как банки будущего образно, где есть только ты, есть твой кошелек, и ты даешь разрешение какому-то децентрализированному приложению пользоваться твоими деньгами. И ты можешь быть уверена в том, что приложение эти деньги не заберет никуда, потому что образно ты можешь прочитать смарт-контракт, но можно переживать по поводу взлома. Вот. Поэтому вот сейчас крипта
больше всего подходит и лучше всего работает с финансовыми инструментами? Но, тем не менее, допустим, для меня крипта это такое что-то очень условное. Ну, то есть люди привыкли видеть, трогать деньги. Поэтому у нас в Украине очень много денег хранятся в кэше. Если ты смотришь там декларации депутатов, они там просто мешками в погребе там их хранят, и непонятно зачем. То есть люди, если люди не могут довериться банкам, то как они могут довериться какой-то условной крипте без какого-либо опыта? Почему? Зачем? Ну, как бы вот если бы ты хотел бы меня переубедить и сказать: Настя, зачем ты кладешь деньги в банк? Инвестируй это в крипту. И это, ну, типа, это вот за этим будущее. Вот сделай так, чтобы ты меня, вот, убеди меня в том, что это вот действительно лучше, чем положить деньги в банк, и тем более, чем хранить их под ковром. Вот если взять, например, любую валюту любой из стран, на любой валюте, ну, каждый считает, что деньги это его. То есть вот я тоже считаю, что деньги, которые у меня в кошельке, это мои деньги. Но на самом деле, посмотрев на любую купюру, ты сразу прочитаешь или увидишь название или просто надпись «Национальный банк Украины» или National Bank of United States of America. Это не твои деньги, это деньги банка и государства. И эти деньги по щелчку пальца могут обесцениться. От этого никто не застрахован. Я думаю, ты помнишь распад Советского Союза, когда были купоны, когда были гривны, когда эти купоны печатались просто миллионами. Сейчас это бумажки, но ты же тоже тогда могла сказать, было что это... из-за инфляции. Это было из-за инфляции. Но биткоин же тоже, у него меняется цена постоянно, то есть нет Биткоин никакой волатилен, стабильности. биткоин волатилен, но если вот говорить ретроспективно, то когда биткоин родился, он образно не стоил ничего. Сейчас он в пике доходил до 60 тысяч долларов. Сейчас он стоит там 45-44. Буквально 1,5 года назад, в мае, биткоин стоил 4 тысячи долларов. То есть его можно было как бы купить и оторвать за достаточно хорошую цену. Тут вопрос в технологии. И вопрос в том, что если человек понимает технологию, я бы просто, знаешь, что бы я с тобой сделал? Я бы, Со мной? С тобой. Я бы тебя посадил бы и сказал бы так: вот смотри, купи биткоин и просто отправь его. Тебе бы пришлось сделать кошелек, ты бы записывала 12 слов вот этих секретных. Ты бы подумала: блин, что это за слова? И спросила бы: Дима, а что это за слова вообще? Ну, это security код получается. Это код, который ты можешь восстановить на любом устройстве, и у тебя будет твой кошелек. И только тот, кто знает эти 12 слов, имеет доступ к твоим деньгам. Поэтому крипта и виртуальные активы — это твои деньги до момента того, как ты не передаешь кому-то 12 слов или заводишь деньги на биржу. Хорошо, а как ими пользоваться? Допустим, у меня лежат биткоины, и я хочу, вот, не знаю, купить себе квартиру. Мне Так вот достаточно. купи. Прям за крипту? Можно за крипту это делать. В Украине, кстати, есть компания, совладелец которой, либо причастен к ней Марк Гинзбург, называется она Preppy. И в Украине был первый мировой прецедент покупки квартиры за крипту. Поэтому ладно? образно, если ты сильно хочешь, ты можешь купить деньги за крипту. Но это не так просто, как... это не просто, да, это не просто. Но я тебе скажу честно, что если у тебя есть крипта, то тебе достаточно просто пойти найти человека, который поменяет тебе крипту на кэш. Даже в интернете. То есть тут ничего сложного нет. Но тут вопрос в другом, что, знаешь, когда спрашивают у меня, что такое биткоин, у меня есть прекрасная фраза, которую я отвечаю, но мне ее сложно перевести на украинский. Нет аналога вот такого, знаешь, sharp слова, которое объяснит, что это. Биткоин — это asset of value. Многие называют биткоин цифровым золотом. Вот ты приходишь в Киев Food Market со слитком золота в орангутан и говоришь: я хочу там какой-то напиток. И тебе говорят: ну вот столько-то золота. И ты берешь его на терке и начинаешь тереть. Просто, знаешь, отсыпаешь золото. Это же невыгодно. Даже логично приходить с золотом, отсыпать золото для того, чтобы что-то купить. Зачем? Если можно держать, если это asset of value. Ну так, знаешь, неубедительно. Неубедительно. Ну, слушай, увидимся через год. Типа, ты видишь, что было раньше,
ты видишь, что сейчас по цене. Цена. Главный мотиватор – это цена. И так называемая фома – это страх упущенной возможности. Мне кажется, что уже многие прочувствовали, что такое фома. Когда видели там, допустим, биткоин по 4, а сейчас он стоит 40, и думали себе, когда он там стоил 4 или даже 10, может купить мне. Но это же хайп, многие люди теряют деньги на этом. когда Это вкладывают. процесс эволюции. И ты знаешь, в процессе эволюции я считаю, что должно быть все. И шлюхи, и блэкджек, все должно быть. И кровь, и смерти. Это... Драматизируешь. Ты знаешь, многие люди потеряли деньги. И я тоже один из них. Я по глупости и не по глупости потерял крипту образно. Ну, ты теряешь в основном от отсутствия, от недостатка информации или образованности в этом вопросе. Да. И если обобщать, то да. Там То есть, хочется... если, допустим, я сейчас захочу вложиться в крипту, мне лучше потратить на это какое-то время и пообщаться со многими людьми для того, чтобы конкретно понять, куда, сколько и как, прежде чем вкладываться. То есть это все-таки вопрос очень важный и требует определенного образования. Важно понимать, что есть некие основные валюты, которые как бы родились давно и уже они очень давно существуют, но есть же очень много новых интересных проектов, которые могут дать, например, больше иксов, чем биткоин или эфир. И в основном люди в погоне за вот такими легкими деньгами, которые как бы быстро помогут стать богатым. Но это всегда большой риск. И всегда люди, которые залетают, необразованные люди, которые залетают в крипту, они хотят быстрых денег. Так вот, первое, это не быстрые деньги. И если заходить в крипту, то, Настя, я рекомендую тебе заходить в долгую. И, Это должна быть стратегия какая-то определенная. да, стратегия на время. Мгм. Даже и на цену, и на время. То есть ты должна понимать, покупая биткоин, ты должна понимать, что, ага, вот я купила биткоин сейчас за 40 тысяч, и я его выведу. Когда он будет стоить? 100 тысяч. И вот ты знаешь, что у тебя там есть там крипта какая-то, и вот ты сидишь и ждешь. Но он, безусловно, выйдет в это. То есть, то есть ты все равно не можешь рассчитывать на какие-то гарантии. Ты можешь, конечно, сидеть, поджидать и постареть к этому моменту, но... Ты знаешь, я тебе скажу так, что я пришел в криптовалютную сферу, я прекрасно помню, биткоин тогда стоил 670 баксов. Мгм. Мне на тесты скидывали 0,1 битка. Сейчас 0,1 битка. На тесте это там типа загони там на биржу, еще что-то там сделай, просто поиграйся. Сейчас 0,1 битка, шутки шутками, это $4000, 4300. Если бы я знал раньше, что действительно будет такой движ с криптой и с битком, я бы откладывал. Поэтому сейчас я потихоньку, я по чуть-чуть, там, по 10% от дохода, там, или какую-то часть от дохода я обязательно откладываю, покупая биткоин или эфир, либо какой-то проект технологичный, который, как по мне, я просто давно в этом, и я разбираюсь немножко в технологиях, поэтому мне проще как бы, следить за трендами. Если я вижу какую-то классную технологию, которая решает проблему определенную, которую может решить блокчейн, то я покупаю эту монету, но типа на чуть-чуть. И я ее откладываю в долгий ящик, и я ее вообще не трогаю. То есть у меня такой принцип, что я хочу 4 года вообще ничего не трогать. И потом посмотреть, что оно из этого выйдет. То есть это, в принципе, в любом случае, это выгодная инвестиция. Это рискованная инвестиция. Назвать ее выгодной, можно сравнивать. Типа есть очень много разных инвестиций и способов инвестирования, но биткоин это самый рисковый способ инвестиций, но и самый прозрачный. Ну, биткоин вообще это как бы прародитель всей крипты. Да, биткоин это батя, образно. Да, То есть да. с битка все началось. Все остальные криптовалюты были, как сказать, модифицированы Да, от биткоина. да, Мгм. от этой технологии, да. Хорошо, если я хочу купить биткоин, что мне нужно делать? Эм, Вот как вот я сижу такая, думаю, блин, надо купить биткоин. Ты знаешь, я с твоего позволения, я хочу побыть таким немножко анархистом Ага. и побыть неким противником регуляции, прохождения всяких KYC и так далее. То есть я, вот представьте, что такой, типа бородатый, заядлый, такой прям криптан, который никому не отдает свой паспорт, на Binance не зарегистрирован.
В общем, первое, что тебе стоило бы сделать, это купить его желательно не на свою карточку, либо за кэш, чтобы твоих данных не было в интернете. Потому что в основном в интернете, если ты хочешь централизованно купить крипту, тебе нужно будет пройти верификацию. Know Your Customer, Логично. KYC и AML процедуру, Anti-Money Laundering процедуру. Поэтому я рекомендую не палить паспортные данные и как бы пытаться уходить от всяких KYC, от всяких этих проверок и так далее, регистрации и так далее. Ну вот, допустим, у меня есть кэш. Куда мне идти? Как мне купить биткоин? Ну, давай, инструкции. Первое — это BitZlata, Telegram-бот. Второе — это BestChange, это агрегатор обменок. И третье — это офисы в Киеве, которых достаточно много, которые обкэшивают, продают, либо покупают крипту за кэш. Вот, из этого всего понятна мне только последняя позиция. Это офис в Киеве, куда я могу прийти, выложить кэш и сказать, чуваки, купите мне биткоин. И тебе дадут биткоин. Хорошо, как его хранить, если не регистрироваться и не вносить свои данные? Где ты его будешь хранить? Есть много способов хранения. Многие любят хранить биткоин на холодных кошельках. Холодный кошелек — это образно флешка, на которой есть криптовалютный кошелек, и как бы на этом кошельке можно хранить деньги. У меня есть такая смешная одна история знакомого, который нырнул в бассейн с этой флешкой. Да. А у него 12 слов остались с этой флешки? Этого я не знаю. Ну, скорее всего, что ничего страшного с ним не произошло. Но если у него эти 12 Он очень слов... переживал. Очень переживал, да? Да. Тогда, наверное, нет. Ты знаешь, я противник холодных кошельков, потому что я не понимаю, зачем это нужно. Когда ты можешь холодный кошелек, скажем, сделать сама с флешкой, закинув туда просто файлик wallet.dat. Закидываешь его куда-то в ячейку, кладешь 12 слов, обязательно записываешь. Либо же там 24 слова, в зависимости от типа шифрования, которое тебе предлагает тот или иной кошелек. Но, в общем, я против холодных кошельков. Какой еще вариант? Но, по сути, это кошельки на мобильных устройствах и плюс кошельки на компьютере. Их много, они разные. Я рекомендую Electrum, если мы говорим про биткоин. Это open source решение, код которого можно посмотреть в открытом доступе, дабы, если, допустим, там, ты или я программист, либо мы понимаем с тобой, как пишется приложение, то каждый человек, который хочет проверить, что же это за приложение и как оно пишется, он может зайти, посмотреть, прочитать код этого приложения, убедившись в том, что нет никаких бэкдоров, его не обманут, и его крипта будет в сохранности. Я не рекомендую хранить деньги на мобильных устройствах. Я даже дам вот сейчас такой небольшой how-to для юного криптовалютчика, или не юного. Я не рекомендую хранить на мобильном устройстве крипту. Я не рекомендую записывать в облачные сервисы 12 слов. 12 слов, и вот этот пароль, он должен быть записан по-любому на бумажке и где-то спрятан. Если же вам нужен мобильный кошелек и вы хотите пользоваться криптой с помощью мобильного, то первое — отключить отпечаток пальца от кода, и второе — отключить Face ID и делать разблокировку телефона только с кодом. Ну, мобильное устройство для крипты, мне кажется, это вообще самое ненадежное. Это максимально ненадежно. Вообще. Но сейчас это реальность и обыденность, потому что как бы торговать и участвовать в DeFi-ках, о которых вот я говорил до этого, можно с телефона, и это удобно с телефона. Поэтому, к сожалению... Ну, скажи, пожалуйста, вообще для любого пользователя достаточно ли приложений для того, чтобы для удобства вот, использования крипты, следить за тем, чтобы там его курс криптовалюты и так далее? То есть, на твой взгляд, если, допустим, я там решу это дело там вписаться, то есть ли какие-то вообще инструкции, ресурсы, где можно было бы посмотреть о том, какими приложениями нужно пользоваться для того, чтобы вот следить за этим всем делом? Приложениями, ну, их очень много в интернете просто, их прям огромное количество. Но вот там, вот ты мне напомнила одну очень важную штучку для молодых. Если ты хочешь зайти и начать этим интересоваться,
то у сайта ForClock, который вот мы ранее обсуждали, у нас на этом сайте есть некие карточки ForClock. И вот с этих карточек ForClock я бы начал знакомство с криптой. Это супер понятное описание терминологии того вообще, что происходит. И с этих карточек уже идет ответвление в более серьезные, там, глубокие, сложные вещи. Разновидность криптовалюты самая популярная сейчас. Какие? Мне кажется, значит, ну, первое то, что хайповое, это Solana, точно. Не работающее и недооцененное, это Polkadot. Ну и, наверное, BNB. Чем они отличаются друг от друга? Как минимум, как максимум, они отличаются консенсусом. Они построены на разных блокчейнах. Solana... То есть принцип работы. Принцип работы, да. Он, по сути, он одинаковый. Это тоже реестр данных. Функционал, который есть внутри этих криптовалют, он просто разный и более техничный. Solana — это, если грубо говорить, это что-то очень похожее на эфир. Это блокчейн, с помощью которого можно писать смарт-контракты, но он более масштабируемый, чем эфир. И он масштабируется с железом, которым его добывают, скажем, майнят. И когда там есть некая экспонента, чем быстрее и мощнее железо майнит Солану, тем больше транзакционная пропускная способность в Солане. Это сложно. Ничего не но, понятно. В общем, чем жестче ком, тем мощнее Солана. Вот, и вот так вот масштабируется этот блокчейн. То есть это зависит от мощности... От железа. Не, ну ты говоришь железо, слушай, я же говорю про уголь, тут можно добывать уголь, а тут можно добивать биткоин. То же самое про железо. Ты говоришь про железо, я такая, оп, железо. Ну, типа, говори так, чтобы понятно было. Понял. Тут такой, типа, железо. Слишком много терминологий, просто я, знаешь, я уже зашорен максимально. Просто. Ну и сленга здесь много, конечно, очень много новых понятий. Я думаю, что... Ну, я не знаю. Я пришла к ребятам в агентство, с которым я сейчас работаю, пришла к ребятам на презентацию, они что-то мне рассказывают, показывают картинки, все вроде подготовились, все как бы просто. Так, да, класс. Но ничего не понятно на самом деле. Знаешь, то есть это реально нужно потратить, ну это нужно, я не знаю. Одна из самых больших проблем понимания крипты, мне кажется, это то, что мы привыкли понимать и ощущать деньги по-другому. Мы привыкли, что вот деньги — это вот гривна бумажная, это вот мелочь. Ну, да, ты пошел, купил в магазин. Я могу за гривну купить, пойти в магазин, то-то, то-то, то-то. А когда крипта заставляет копнуть глубже в то, как деньги создаются, как они имитируются, вообще что это, когда ты в это все очень, очень глубоко копаешься, то мозг начинает работать немножко по-другому, и он начинает сопротивляться, типа, как? Как же? Как? Я не понимаю, как? А на самом деле это очень просто и как бы... Не, ну это просто по мере познания. Мне кажется, что крипта — это сродни науке, то есть это... Технологии. Технологии, да, науки о технологиях, да, 100%. Но это, как знаешь, напоминает мне историю, как Стив Джобс, по-моему, ходил, или Илон Маск, я уже вот не могу, запамятовала. Ходил компаниям, рассказывал, что такое сайт, почему это за этим будущее, как это работает. И все компании на него смотрели, типа, чувак, что это мне предлагаешь? Это какой-то условный тоже вот какая-то страничка в интернете, и непонятно, как продвигать наш товар с помощью этих сайтов, да. А теперь у нас это все централизировано, работает там через Google, через поисковики. То есть, как и любая технология, она внедряется очень сложно, и мне понравилось, пока я изучала этот вопрос, ребята описывали это, как сначала идет процесс непринятия, типа, что за фигня, потом хайп, типа, потом этот мыльный пузырь лопается, лишнее отваливается, и технология постепенно внедряется в жизнь. То есть я пока читала об этом, пока изучала эту тему, я поняла, что действительно это технология, прогрессивная технология будущего, и, возможно, даже благодаря этим технологиям можно будет прозрачно проводить выборы, то есть делать какие-то решения более глобальные, не только там что-то покупать, продавать или там размножать, грубо говоря, преувеличивать, там, приумножать. Но в целом, конечно, для молодежи, мне кажется, проще. Это как, знаешь, когда ты покупаешь там, типа, новый iPhone, но только он вышел, там, сенсорный экран, все дела, ты приносишь его маме и говорит, мама, пользуйся. А мама смотрит на него и думает, боже, что это такое? И
я даже не знаю, ну, то есть страшно, да, страшно нажать кнопочку какую-то, и что там, что-то, ты выпадешь в какое-то другое приложение, что там, что-то не сохранится. То есть в любом случае есть очень много опасений от того, как это работает, особенно если ты об этом ничего не знаешь. Поэтому мне кажется, что если есть желание как-то понять, то нужно потратить, конечно, очень много времени и провести Нужно- очень много времени в обществе, которое в этом уже как бы понимает, как это работает. Как минимум нужно купить. После того, как ты Ну, покупаешь блин, крипту, тебе становится очень интересно, и тебе сразу хочется узнавать, какая же цена крипты сейчас. То есть в плюсе я или в минусе, вне зависимости от того, сколько ты купила. Это прям на опыте ну, это уже. как казино, если честно. Очень напоминает мне это такой азарт. Не, Это все, не все этот азарт испытывают. Ты знаешь, азарт, вот подобный азарт люди испытывают на биржах. То есть, когда они приходят на биржу и начинают там торговать с кредитным плечом, вот тогда это азарт, это казино, реально. Но крипта это просто риск. Это большой, серьезный риск, но он оправдан. Потому что ну, ты понимаешь, что это не чьи-то деньги. Это не деньги банка, это не деньги там, дяди Васи, тети Любы, это не деньги твоего работодателя. Это твои деньги, которым никто не может, ну, как бы, которым никто не может ничего сделать, и никто ничего не может с ними сделать вообще. Вот легкий пример. Например, у меня был случай, я попал на камеру за рулем, и я не оплатил штраф, я что-то там завтыкал, и у меня заблокировали счета из-за того, что я не оплатил 250 гривен штрафа. То есть получается, что я под колпаком и под большим присмотром, шаг влево, шаг вправо, я что-то делаю не так, у меня блокируют мои средства. Мои средства. Мои. Камон, ну мои, да, ты начинаешь понимать. Мои средства, да. И как бы в битке такого не будет. Если это кошелек твой, что бы ты ни сделала, эти деньги будут твоими. Хорошо, а как, что такое токен и как это связано, вот, ну вот, я же все-таки про музыку. А к тебе, кстати, обращались уже с вопросом того, что могу ли я выпускать трек как NFT, если он уже издан у тебя? Нет, мне кажется, что NFT должно быть... Ну, я изначально это понимаю, что должно быть что-то эксклюзивное, чтобы было... Ну, то есть неинтересно покупать NFT, если этот трек уже лежит на бэндкэмпе. Однозначно должно быть что-то такое уникальное. Ну, я, да, чуть-чуть уже знаю об этом. Но артисты делали NFT-шки. Вот Дакука, например, она сделала NFT-шку. Много причем... сейчас кто делает NFT, и... Да, это интересно, у всех по-разному работает. Я смотрела, как это сработало там у Алены, там, как, допустим, тоже Толкачев недавно продал первый трек из 30 его альбома. Я, кстати, вот хороший кейс. Я могу сделать NFT-шку с пресс-тестом Толкачева. У меня есть пресс-тест пластинки Толкачевой, и я, по сути, как владелец этого пресс-теста, я могу создать NFT-шку и сказать: смотрите, ребята, кто купит эту NFT-шку, тот получит вот такой пресс-тест Толкачева. Понимаешь, даже вот с такой стороны можно заходить. То есть даже не будучи правообладателем, а будучи обладателем некой вещи, которую я хочу, допустим, выкинуть в цифровое пространство, я могу создавать вот так NFT-шки. Хорошо, но ты меня уводишь от моего вступления и моего вопроса главного. О том, что почему, ну как вообще NFT, криптовалюта связана с искусством и... Это Почему? В чём? Будорина вопросы, потому что меня сейчас понесет в ту сторону. Я очень хочу об этом сказать. Ребята, что такое NFT, мы узнаем во втором выпуске, поэтому сейчас так условно и абстрактно, но, конечно же, мы подробнее это обсудим. Но ты- Давай поговорим про токены. Ты говорила, Да. ты спрашивала вопрос про токены, про то, какие они бывают и так далее. Да, что такое токен? И, ну, вот расскажи нам об этом. Сейчас будет много технической такой, вообще, много серьезных фраз. Бывает, есть образно, есть два вида токенов. Есть utility токен, есть security токен. Для простоты понимания, security токен образно это дивидендный токен. Это токен, который при покупке дает тебе возможность получать энные дивиденды с чего-то. А utility токен это токен, который позволяет тебе пользоваться энным продуктом. Например, билет NFT-шный.
это utility токен. Мгм. Жаль, уже, конечно, есть NFT и non-fungible tokens, этот раздел. Билет, наверное, это не лучший пример, но вот, например, токен High Будорина — это utility токен, потому что с помощью этого токена можно пользоваться его услугами образно. Мгм. Вот такие две разновидности токенов есть. Прикол в том, что utility токен выпустить может каждый, по сути, но security токен, для того, чтобы выпустить security токен, нужно получать разрешение у Security Exchange Commission американской, у SEC, у комиссии по ценным бумагам. И это достаточно сложно и процессуально, и юридически, и, в общем, как-то так. Ну, допустим, у меня есть проект, и получается, что если я его прозрачно публикую, представляю, там, он понятный, прозрачный, и, допустим, я говорю, что вот инвестируйте в мой проект, и за это я вам дам токен. Если я соберу достаточное количество средств, то я реализую свой проект, и если он будет успешным, то те токены вырастут в цене. Да. Это и есть инвестиции, собственно, Это современные. называется ICO, Initial Coin Offering. Вот ты классный пример сказала, я бы даже его немного форматировал. Например, ты хочешь кого-то привести. У тебя есть аудитория, и ты публично говоришь, что, ребята, я хочу привести вот такого-то, такого-то, либо то-то, то-то. Я выпускаю там 2000 билетов, которые я распродаю по такой-то цене. Билеты равно токены. Если вы покупаете, мало того, что вы попадаете на мероприятие, так потом вы можете, например, этот токен как-то юзнуть, как-то использовать, либо продать его, либо на него поменять там какой-то мерч образно. Вот так это работает. Если люди верят в твою идею и хотят помочь тебе, и понимают, что это принесет какую-то там пользу, либо им это нравится, неважно, они имеют желание тебе помочь. Они покупают твой токен, отдают свою крипту, получают твою крипту, и потом, в общем, либо становятся инвесторами, как говорится, либо с радостью идут на твое мероприятие. Ну, если это не желание просто поддержать или помочь, но такое больше какой-то просчет, что ли, выгодное. Это, ну, если не все же люди думают, что вот если есть какой-то проект, то я обязательно его должен поддержать просто идеологически. Ну, то есть, знаешь, там типа вот скиньтесь там в клоузер на дорогу. Все такие: о, давайте, хотим дорогу классную в клоузере. Раз, там скинулись. Это не должно быть в рамках типа просто очень хочу поддержать. Очень конечно, я чуть не проорал, но ладно. Ничего смешного. Это, согласен, плакать надо. Это реальный кейс. Реальный кейс. Дороги плохие в клоузере. В Киеве, я бы сказала. В Киеве, да, на Подоле. На Подоле. Подол вообще. Ну, не будем об этом, это больная тема. А вот эта вот дорожка, которой ты подъезжаешь к клоузеру, ну там же вообще это Мы смерть. об этой дороге и говорим. Anyway. Спасибо за уточнение. Ты, наверное, не в теме просто. Вообще, абсолютно. Ну вот, видишь. Про токены. Если ты не поддерживаешь просто так, а это должно быть какая-то выгодная, типа, взаимообмен, что типа, ок, мы там инвестируем, поддерживаем твой проект, но при этом люди должны, как бы, это же какой-то интерес должен быть, что типа, а вдруг типа проект будет реально крутым, он типа вырастет, и мои токены подорожают. Я не смогу, не просто поменяю там свой токен на мерч или там просто приду на концерт, а вот в этом есть какая-то перспектива, грубо говоря. Вот если ты опишешь токеномику в этом проекте и покажешь, как ты будешь дальше развивать проект и как ты будешь использовать деньги из проекта, то и докажешь, что токен инфляционный, то есть он нужен, то да. Ну, что он эффективный, выгодный. Что он эффективный, что он выгодный, что он используется, как минимум. То да, конечно, инвестору, даже мы это уже назовем инвестиция. То есть инвестору будет интересно поддержать твой проект и купить максимально много токенов по максимально низкой цене. Если он убедится, конечно, по твоей белой бумаге, что вот у тебя классная токеномика, и ты расписала, скажем, roadmap и использование токена правильно. Но вот поэтому, ты знаешь, мне нравится блокчейн, и я верю в блокчейн и в эту технологию исключительно со стороны финтеха. Блокчейн — идеальная технология, которая идеально ложится на финтех. Я
немножко А что скептически. такое финтех? Financial Technologies. Мгм. Это монобанк, это финтех. Финансовые технологии, говори Да, по-русски. финансовые технологии. У меня это... Эти ваши модные английские словечки. Я привык к этому. Знаешь, я вчера познакомился с девочкой, которая прожила 15 лет в Америке, и мне было сначала очень смешно с ней разговаривать, потому что у нее 50 типа на фраза 50. русская, фраза английская, фраза русская, фраза Да, фраза известная английская. история. Но действительно есть некие как бы слова уже и в нашем обиходе, которые, ну, ты не можешь уже назвать по-другому. Могу поспорить, ну давай дальше. Хайп. Как ты назовешь хайп? Высокий интерес. Нездоровый высокий интерес. Совершенно верно. Всегда можно объяснить. Ну да, но сложно. Так что ты там рассказывал что-то? Да, я считаю, что блокчейн идеально накладывается на финансовые технологии. Мгм. Я не, скажем так, я скептически отношусь к NFT, но я сейчас как бы ко мне приходят за консультациями, я к тебе трижды подходил и говорю: Настя, я тебе могу просто рассказать, что такое NFT, типа получить бесплатную консультацию. У меня Мы у меня был период неприятия. Мы Нет, так нет, и, да, нет. мы так и не встретились, но видишь, как мы встретились. Вот я скептически отношусь к NFT, но я понимаю, что в любом случае artificial intelligence плюс VR, Дизайн. дизайн, он туда, ну, как бы у нас будут другие миры. И эти миры будут в интернете. И эти миры будут построены на технологиях. Я уверен и уже понятно, что эти технологии будут на блокчейне. И ты знаешь, вот в этом мирке, вот в этом осознании мне нравится NFT. Но все равно до сих пор я воспринимаю, знаешь, как NFT как что-то коллекционное. Вот как марки для филателистов. Если мы понимаю. говорим про дороги для клоузера, то марки для филателистов. Вот. Я не готов коллекционировать и покупать какие-то искусства в виде картинок и в виде токенов. Я пока что к этому не пришел. Я вот как анархист плотный такой, я жду все же какого-то настоящего, классного, разумного, технологического и правильного использования NFT токенов, non-fungible tokens. Мне очень интересно поделиться с тобой моим пониманием нормального и правильного использования токена NFT. Вот, я думаю, ты сталкивалась, наверное, с аукционами автомобилей в Америке, как покупкой автомобилей в Америке и так далее. Там же в Америке есть такой прикол, как Carfax. При покупке автомобиля ты можешь запросить Carfax, это свод данных об автомобиле, и никто не знает, что он на блокчейне, а он на блокчейне. Никто не знает и никто не видит, что в Carfax внутри есть блокчейн. Так вот, я считаю, что было бы прикольно маркировать автомобили, которые находятся внутри базы Carfax, NFT-шками, либо же какие-то, скажем, детали, которые там, ну, нельзя менять, или которые, вот, знаешь, нужно следить за тем, чтобы типа, там, тебя не обманули, что поменяли или не поменяли. Вот маркировать что-то NFT-деталь. Мгм. Вот для меня это очень реальный, понятный, прикольный кейс NFT. И эффективный, применимый. Ну да, да, в этом, ну, в этом совсем другая логика. Да. Я все же с тобой не согласна в плане того, что коллекционирование там, тех же самых картинок — это бесполезное дело. Мне кажется, что это, во-первых, тоже инвестиции, поскольку мы знаем прекрасный пример с этими аватарками, которые там вообще сделаны из ничего CryptoPunks. просто. Но это просто вообще вот самая для меня абсурдная история, когда какие-то там, с коленки нарисованные там аватарки выросли там условно от $4 там, до 40 тысяч. Это Я просто... придумал, как тебя переубедить. Знаешь как? Вот ты знаешь про эти картинки. Да. CryptoPunk'ов Да. купила MasterCard за $140 тысяч. Как тебе такой варик? And? Покупай. И Что это значит? это значит Почему то, это должно меня убедить или удивить? это значит то, что даже финансовые крупнейшие мировые игроки, они смотрят в эту сторону и смотрят в сторону NFT.
Ну, камон, это, знаешь, это точно так же, как, не знаю, Ну вот, смотри, ты же только что сам себя и оспорил. Я к тому, что в этом есть смысл, в коллекционировании. вот я криптоанархист, и ты знаешь, я верю в технологию, но я пока этого не понимаю. И я считаю, что немножко другой должен быть use case. Но, типа, я не против Но это, NFT. наверное, только потому, что ну, тебе не очень-то интересно искусство само по себе. Мы же не покупаем картины по 40 миллионов долларов, типа Ну да, у меня Дэвида Хёрста у меня и- денег нет. Ну вот, а есть коллекционеры, которые покупают Да. и любуются этими картинами у себя там в офисе. Да, да. Ну, я Да. согласен с тобой, То да. есть, Я скептически к этому отношусь. Я поняла. Но это лично только твое отношение исключительно моё. субъективное, конкретно к Субъективно. искусству, Да. диджитал-искусству. К NFT, Digital. приравненному к диджитал-искусству. Я поняла. Я люблю искусство, я как бы сам пишу музыку, поэтому Ну, в принципе же, ведь в NFT, как и в любом другом искусстве, тоже много халтуры. И... огромное количество халтуры, и это, если, допустим, я раньше мог назвать крипту рынком Дикого Запада, то сейчас NFT — это Дикий Запад в квадрате, если не в кубе. Это прям вообще, извини, пиздец какой-то. Это что? Это как картинка-тест, которую выставили на блокчейне Solana, по-моему, или где-то там. Разработчики биржи просто написали от руки тест на белом фоне в Paint, и и они выставили на аукцион, и цена этой штуки дошла до 240 тысяч долларов. Чё? Ну, слушай, Virgil Abloh подписал твои кроссовки, они уже выросли в цене на 5 евро, как точно. Мне товарищу Virgil подписал машину, и мне интересно, сколько его машина выросла в цене. Ну, теперь это предмет искусства. И теперь это не продается. Дима, спасибо тебе большое за беседу. Тебе спасибо. Я думаю, Мне что, было... в принципе, мы так все обсудили. Я не уверена, что все поняли, но мы это продолжим, Я эту тему. я очень надеюсь, если вдруг у кого-то там будут комментарии, то пусть пишут комментарии, я ворвусь с удовольствием, поотвечаю, Подскажешь. подскажу, да, конечно. Спасибо Вот. тебе большое. Тебе спасибо. Было интересно. Мне было безумно приятно и большая честь, на самом деле. Мне тоже. Мы только что поговорили о крипте, биткоинах, NFT, токенах и так далее. Все это загадочно и знакомо, но в этом есть смысл, и мне самой интересно в этом разобраться. Я думаю, что не только мне, но и вам тоже, поскольку, да, это стоит нашего внимания, и это как интернет, это будущее. Все там будем. Поэтому не переключайтесь, продолжайте следить. Это Труток, Криптотолк с Настей и Димой Кришталем. До следующего выпуска.